Здравствуйте, меня зовут Александра Паснова, и я рада приветствовать вас на моем канале «Закоренелый цветочник». Сегодня я вам расскажу о прекрасном цветке под названием Замиокулькас. Название не самое простое, но тем не менее, если потренироваться, его можно научиться выговаривать. Замиокулькас. Звучит, в принципе, не очень сложно. В простонародье его зовут долларовым деревом. Уж не знаю, что навеяло на эту мысль. Вроде бы листья ни цветом, ни формой на долларовой бумажке не похожи, но тем не менее есть такое у него название. Второе, его зовут так. Данное растение продается в цветочных магазинах круглый год. То есть у него нет ярко выраженной сезонности, оно доступно 365 дней в году. По размерам, вот сейчас у меня в руках самый маленький диаметр, они бывают меньше, но они уж там совсем липучечные идут. В основном вот начинается продажа от 12 диаметра горшка, и дальше они уже идут там 17, 15, 19, 21, 24, 27 и дальше. От чего зависит, вернее, соотношение цветка к диаметру горшка? В первую очередь это количество веток. Чем больше горшок, как правило, тем больше веток растение в нем растет, то есть взрослых веток, которые уже выросли. Секреты ухода за замиокулькасом очень простые. Его просто нужно поливать раз в неделю. Вот, собственно, и все. То есть никаких других секретов у него нет. Растение абсолютно неприхотливое, не требовательное. Оно реагирует хорошо на сухой воздух. Единственное, что оно не любит, это залива. Я вам сейчас чуть позже расскажу, почему. Это растение очень любят озеленители, поскольку оно не требовательно, неприхотливо, оно теневыносливо. Заметьте, оно не тенелюбиво, оно теневыносливо. В чем разница? Тенелюбивые растения, это такие как адиантумы, маранты, они просто не живут в других условиях, кроме как в тени. И если на них попадает солнечный свет, они гибнут. У них появляются солнечные ожоги, им жарко, они начинают капризничать, маранты выцветают. Замиокулькас относится к теневыносливым растениям. Это говорит о том, что он может жить в тени. Но если вы поставите это растение туда, где нет света совсем, а к моему большому профессиональному прискорбию озеленители ставят в абсолютно темные места их и не задумываются о последствиях, а последствия весьма печальные. Растению не хватает света, оно вытягивается и начинает падать. Вот сейчас оно у меня немножко в таком экспрессивном состоянии, потому что мы его буквально вчера получили из Голландии, и оно в процессе перевозки немного примялось. Оно сейчас у нас постоит, и оно выровняется и будет выглядеть вот так. В любом случае веточки у него крепенькие и стоят твердо достаточно. Когда растению не хватает света, они как бы выпадают, то есть вываливаются, и поэтому их приходится подвязывать, привязывать к кокосовым стволам и придумывать прочие всякие хитрости, чтобы его немножко подровнять. Когда растению света достаточно, у него вот так растут вверх листики, вернее стволики, и растение достаточно компактно. Поэтому имейте в виду, если ваше растение начало вытягиваться и увеличиваться промежутки между листьями, скорее всего, просто ему не хватает света. На что стоит обратить внимание особое, я бы сказала. Очень у многих покупателей возникает вопрос. Вот видите, на стволах есть вот такие темные пятна. Многие спрашивают, это что, гнилое, оно больное? Кто-то говорит, что это трупные пятна. Так вот, от имени замиокулькаса я вам со всей ответственностью заявляю, эти пятна не трупные. Растение абсолютно здорово, оно ничем не болеет. Это особенность вот данного конкретного растения, что у него стволы покрыты вот такими темно-фиолетовыми пятнышками. Это абсолютно нормально. Никаких признаков болезни или заболевания у него нет. Еще обратите внимание, что вот эти новые побеги у него отличаются по цвету от тех побегов, которые выросли раньше. Почему так? К сожалению, на этом экземпляре я показать не могу, но когда замиокулькас выпускает новую стрелу, это идет такая стрелочка, и листики плотно-плотно завернуты. Потом они начинают разворачиваться. Вот здесь хорошо видно, что они до конца не развернулись, потому что побег молодой,
и он еще будет разворачиваться, и через какое-то время он будет выглядеть вот так. То есть вот это вот его, можно сказать, взрослый вид, сформированный уже. То есть эта ветка больше не вырастет. Они салатовые. То есть через какое-то время они темнеют и становится все растение вот такого однородного темного цвета. Поэтому салатовый побег – это просто признак того, что это новый листик. Чем растение старше, тем более длинные высокие побеги оно выпускает. На что еще хочу обратить ваше внимание, это растение клубневое. Вот здесь хорошо видно, вот это клубень замиокулькаса. То есть оно таким образом размножается, растет. Поэтому залив для него губителен, поскольку луковички у него как картофелинки. Если находится растение в постоянной влаге, то они просто гниют. Если у вашего замиокулькаса пожелтел или начал морщиться один из стволов, ничего страшного, это естественный процесс. Просто через какое-то время ствол имеет свойство погибать. Что мы делаем? Мы берем и у основания вот здесь его срезаем. Все, остается как бы такой пенечек небольшой, но так как оно клубневое, оно продолжает давать все новые побеги и становиться все более пышным. Ветки отмирают достаточно редко, то есть у больших экземпляров, у меня дома замиокулькас больше метра, даже я бы сказала около 1,5, у него 1-2 ветки в год погибают. То есть они либо желтеют, либо скукоживаются. То есть это норма. Если у вас больше 1 ветки в год начинает гибнуть, значит вы что-то делаете не так. Скорее всего вы его заливаете. Нужно уже смотреть на характер повреждений. Если листья мокнут, становятся коричневыми, то скорее всего это залив. То есть растение лучше подержать сухим, чем мокрым. На что еще обратить внимание? Так как оно клубневое, вот видите, его прямо распирает, горшок распирает, потому что, вот не знаю, будет видно на видео или нет, вот такие идут как выступы внутри горшка, то есть это луковицы, им просто уже некуда расти. Вот здесь вот корешочки у него показались. Почему делаю на этом акцент? Потому что когда вы берете горшок, подбираете для пересадки его, то лучше брать расширяющийся горшок. То есть не узкий, ни в коем случае не с бортами. Если вы возьмете горшок с бортами и посадите туда замиокулькас, то вероятность того, что следующая пересадка вы будете вооружаться молотком, чтобы разбить этот горшок, ну, она 99 из 100. Поскольку вы эти клубни не вытащите, будет борта горшка мешать. Поэтому берите горшки с гладкими стенками, оптимально расширяющиеся кверху, либо просто какие-то круглые овальные горшки. Ему не столько важна высота, сколько ему важна ширина, поскольку оно растет внутрь. Если у вас есть это растение, вы, наверное, наблюдали, что у него, ну, вот так вот оно увеличивает не знаю, как зеленую массу за счет выпуска все новых стрелок, и они у него не из одного места растут, а как бы вот по всему диаметру горшка. Что касается болезней, честно, не слышала, чтобы замиокулькасы чем-то болели. Мой замиокулькас живет дома у меня, сейчас скажу сколько, наверное, уже 16 лет. То есть брала я вот такую малышку. За 16 лет у меня вырос 1,5-метровый куст. И, ну, тфу-тфу-тфу, скажем так, он ничем никогда не болел. То есть ни мучнистый червец, ни паутинный клещ. То есть растение устойчиво к болезням и вредителям. Если у вас есть какой-то личный опыт, отличающийся от моего, обязательно пишите в комментариях, будем разбираться, что с ним не так. Ну, вот я никогда не слышала, чтобы замиокулькас чем-то болел, кроме того, что у него начинают активно отмирать листья из-за залива. Подведем итоги. Растение теневыносливое, крайне неприхотливое, клубневое, плохо относится к заливу, хорошо относится к своим хозяевам, как это ни странно. И еще такой маленький момент. Листья у него глянцевые. Что рекомендуется вот в плане ухода? В плане ухода, когда вы видите, что листики запылились, берете тряпочку
чистую воду и протираете листья. Оптимально сделать это 2-3 раза. Когда высохнет вся вода и вы увидите, что листики заблестели, я рекомендую воспользоваться блеском для листьев. Это специальное средство, кстати, я вам сейчас его покажу. Ну, вот как один из вариантов, вот такой блеск для листьев. Они бывают разных фирм. В принципе, это такая штучка, которая делается на основе растительных экстрактов, и она не вредит листьям. То есть я когда рекомендую опрыскивать, меня спрашивают, не повредит ли это листьям. Это листьям не повредит, наоборот. Получается такой небольшой маслянистый слегка налет. Не буду сейчас показывать вам, как это выглядит, поскольку у нас новый баллончик, и мне его жалко вскрывать. Но покрытие вот таких растений с глянцевыми листьями, блеском для листьев предотвращает от запыления. То есть минимум полгода после того, как вы помыли это растение и обработали его блеском для листьев, пыль на него садиться не будет. А значит, растение будет хорошо дышать и будет прекрасно себя чувствовать, расти и радовать вас. Надеюсь, мое видео было вам полезным. Если вы еще не являетесь подписчиком, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить очередные ролики. Спасибо, что вы были с нами.